Бам-бам-бам. В «Войне бесконечности» было много славных смертей, быстрых и безболезненных, как и обещал Танос. Геноцид. Но праведный, беспристрастный, не разделяя бедных, богатых. Меня сочли безумцем. Однако Пауку было сложнее всего пережить это. Он почувствовал смерть заранее и начал дико паниковать. И все, что мы видели в данном фрагменте, не что иное, как паучье чутье. Паучье чутье предупреждает Паркера об опасности заранее, чтобы он мог ее избежать. Но как спастись от щелчка перчатки бесконечности? Правильно, никак. И так как у нас еще много времени до Мстителей 4, давайте почтим память павших героев от перчатки бесконечности, да и от рук Таноса. И первый на очереди у нас Человек-паук. Что мы вообще знаем о Паучке? Дружелюбный сосед, не обижает хороших и обижает плохих. Обижает, но не убивает. Интересный факт, что Паучок Тома Холланда – единственный герой в киновселенной, от рук которого никто не пострадал. Также Том Холланд рассказал, что его паук сильнее всех пауков из кино. Но это подтвердили и наши американские коллеги, которые с помощью кадров из фильма «Первый мститель. Противостояние» и знаний физики рассчитали силу паука. Итак, в этом моменте он ловит аэромост с примерной массой в 27 тонн. А вот чтобы его поймать, Питеру потребовалось около 81 миллиона ньютонов, что достаточно дофига. Но почему паук Тома Холланда такой сильный? Быть может, остальные версии пауков тоже на такое способны, просто им не давали шансов. Паук Сэмми Рэйми поезд останавливал, но там остановка достигалась с помощью паутины, а не силы паучка. Поэтому рассчитать силу того Питера Паркера нам так и не удастся. Зато мы можем рассчитать примерную эластичность паутины Человека-паука, основываясь как раз таки на тех кадрах с поездом. И это довольно интересно, потому что когда поезд останавливается, мы видим, что паутина сильно натянута, но не порвана. И снова поверим на слово американским студентам, которые все рассчитали за нас и получили число 3,12 гигапаскалей. А что вообще обозначает это число? А то, что когда давление достигнет этого порога, паутина порвется. Но ее свойств было достаточно, чтобы сдерживать Халка, а для Халка явно побольше эластичности и прочности надо, чем сдержать какой-то поезд. После вышесказанного можно понять, что ситуация с кораблем в возвращении домой была уж слишком притянута к сюжету. На самом деле Питер Паркер легко бы смог удержать две части посудины. Но при таком раскладе появление Тони Старка не было бы таким эпичным, да и сама сцена смотрелась скучно. Вообще, паутина Человека-паука очень интересный предмет. Во-первых, вы никогда не задумывались, кто прибирается за пауком после его супергеройских выходок? Он же выпускает просто кучу паутины. Ответ вас, возможно, удивит, а возможно нет. Никто не прибирается. Паутина сама пропадает спустя час после выпускания. Очень удобно. И раз мы уже затронули тему паутины, помните, что в первой трилогии Сэма Рэйми не было специального оборудования для пускания паутины. Питер Паркер выпускал паутину просто из рук. Это смотрелось крайне неубедительно, потому что задавался вопрос, почему паутина вылетает из рук, а не из... ну, вы поняли. Человек-паук, Человек-паук, 8 глаз отрастил Человек-паук. Длиннющие руки и легкий вес, а паутина вылетает совсем из других мест. Берегись, достоверный Человек-паук. Потом в новой дилогии про нового Человека-паука создатели исправились, и Питер Паркер изобрел специальный паутина-шутер. И как по мне, данная версия оказалась более логичной. Ну и собственно возвращение домой взяла новый сюжет на вооружение. Но самое интересное в этой истории, что если смотреть по комиксам, то в самом начале у Человека-паука как раз таки и было устройство, из которого выделялась паутина. А вот потом Стэн Ли, видимо, такой думал и решил, ну нафиг такие сложности, и Человек-паук начал выпускать паутину из рук. Давайте теперь немного разберемся с последовательностью девушек Человека-паука. Ведь в первой трилогии девушкой Питера была Мэри Джейн, в дилогии нового Человека-паука была Гвен Стейси, а в фильме «Возвращение домой» Лиз Аллен. Но на самом деле первой девушкой Паркера была Бетти Брандт, секретарь в Daily Bugle. После нее была Лиз Аллен, с которой у Питера ничего не получилось из-за крылатого папаши, полагаю. Дальше Питер заканчивает школу и поступает в универ, где встречает своего лучшего друга Гарри Осборна.
Осборна и свою будущую девушку Гвен Стейси. На каком-то моменте тетушка Мэй знакомит Питера с Мэри Джейн. Это все еще идут университетские годы. Потом в схватке против стервятника Гвен Стейси падает, и Питер не успевает поймать ее своей паутиной. Аналогично кадру смерти Гвен из фильма «Новый Человек-паук 2». И вот только потом, спустя время, Питер влюбляется в Мэри Джейн. Кто не знает будущего этой парочки, то Питер женился на Мэри, а потом она скончалась от рака, который ей подарил сам Питер с помощью своих сперматозоидов. Это тоже разбиралось в комиксе, но я в этой штуке копаться не хочу, поэтому кому интересно, ищите и читайте. И на фоне любви Питера вернемся к паучьему чутью. Как оказалось, паучье чутье не всегда работает отлично. На фоне усталости или нервозности Питера паучье чутье может отказаться работать, и паука можно будет прикончить. Также оно не работает рядом с любимыми. То есть Гвен Стейси могла бы легко сунуть нож в спину Питера, а паучье чутье не среагировало бы. Но не стоит забывать, что Питер Паркер подросток. Мне кажется, его максимально круто показали в фильме «Первый Мститель. Противостояние». Там он участвовал, выдавал извительные шуточки, и его невозможно было заткнуть. Многие прикопались к тому, что, мол, растет еще один клон в киновселенной. Но на фоне комиксов эти придирки не имеют никакого веса. Ведь сам Питер признавался, что шуточки помогают ему справиться со страхом и нервами. Вот так и получилось. Подросток не понимал, что ему конкретно делать, за что воюет и так далее. Просто хотел угодить Старку, но зато костюм у него теперь четкий, и он повоевал против Таноса. На этом у меня все, друзья. Напишите в комментариях, понравился ли вам выпуск и какие факты вы хотите слышать в подобных роликах. Я собрал все самое интересное, что понравилось мне и чего я не знал. Не забудьте поставить свой паучий лайк и подписаться на канал. Скоро я приду с добавкой.